Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я напомню, что я миротворец, христианский пацифист, хозяин, гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». А сегодня я еще и оптимист. Вот видите, я в красном. Это знак оптимизма. Мой красный костюм имеет то же значение, что белый дым над Сикстинской капеллой при выборе Папы Римского. То есть я полон оптимизма. Вы Давайте. разрешите мне сегодня излучать оптимизм? Давайте попробуем. Я тогда, наверное, буду где-то занимать местами, да, альтернативную позицию, а может где-то даже антагонистическую, потому что то, что мы наблюдаем сегодня в Стамбуле, вокруг встречи делегаций, вокруг абсолютно оптимизма никакого не может навеять. Мы с вами беседуем, когда еще не понимаем, да, сорвется, не сорвется встреча. Все-таки надеемся, что не сорвется. По состоянию на момент нашего разговора мы видим, что Зеленский отправляется в Анкару к Эрдогану, и там, вот пишет пресса, будет принимать решение после обеда или в обед, да, стартанут ли вот эти переговоры. Путин делает интересный шаг, его все отметили, глава переговорной группы со стороны Российской Федерации Мединский, ровно тот, который был 3 года назад. День, который назначен 15 мая, это ровно день, когда 3 года назад сорвались стамбульские договоренности. То есть место, где встречаются, это ровно то же самое место. Короче, все как бы на 3 года приостановилось и сейчас возобновляется. Очень сильный, системный переговорный ход. Но возникает вопрос, а это же ли будет на столе? В чем смысл глобальный вот такого расклада? И погодите, не знаю, это все-таки сливы в прессе, да? Украина, якобы ее делегация, если переговоры и будут, наверное, про пленных говорить, и о том, чтобы, 30 дней перемирия наступило. И все. Так, по крайней мере, пишут об этом, о чем договорятся, мы не знаем. Поэтому оптимизма, собственно, никакого нет. Но Путин не приехал. Что вы думаете по поводу диспозиции сторон на переговорах? Пойдем тогда по порядку. Вот оценка текущей ситуации на тот момент, когда мы с вами беседуем, да, действительно, начались маневры украинской делегации, и короткая оценка этих маневров – это КВН начинает с разминки. Разминка идет, мы это видим. Да, Зеленский переместился в Анкару, да, он там будет вроде бы беседовать с президентом Эрдоганом, да, он оттуда вроде бы даст команду идти на переговоры или не идти, хотя делегация уже находится там. Надеюсь, завтрак по системе «все включено» создаст у них правильное настроение. Но вот эта идея о том, что мы прилетели только разговаривать о 30-дневном перемирии и больше ни о чем, это, в общем-то, такой стартовый мыльный пузырь. Понятно, что он будет проигнорирован. И вот вы рассказали, точнее, о правильной диспозиции с точки зрения России. Значит, Россия прислала делегацию. Россия рассматривает это не как новые переговоры, а действительно как, внимание, возобновление прерванных переговоров. Полномочия прежней делегации в 2022 году истекали как раз 15 мая. И 15 мая полномочия делегации возобновляются. Место тоже Стамбул. Возглавляет делегацию тот же Владимир Мединский. Состав частично поменялся, хотя там есть генерал-полковник Фомин, который был и в предыдущей делегации, который как раз отвечал за многие важные военные вопросы. Но там есть и новые лица, о некоторых из которых, может быть, мы отдельно упомянем позже. Вот. И настрой у делегации однозначный – на работу. Мы начинаем двигаться дальше с тех рубежей, из тех условий, которые были достигнуты и которые были согласованы в мае 2022 года. Тогда, к сожалению, эти рубежи и эти условия не были зафиксированы в финальном документе, потому что черти попутали. Да? А вот теперь дальше движемся не с нуля, а вот с этих рубежей и условий только вперед. Никаких чертей. Больше рядом. И, я надеюсь, дойдем до результата на этот раз.
Э, Почему? Почему? Потому что вот уже 4 плюса я вижу. И плюсы, ну, простите мне эту некоторую, это мой некоторый уклон, хотя я как аналитик должен быть над схваткой, но некоторый уклон в сторону Москвы. Смотрите, она 4 плюса заработала на старте. Значит, коротко перечислю. Первое. Все-таки вот этот отчасти пародийный спор. Сначала перемирие, потом переговоры. Причем перемирие, в перемирии тестовое такое для Москвы. Она должна пройти перемирие как экзамен, доказать, что она серьезная. Ее строгие экзаменаторы оценят в Киеве и в Европе. И если экзамен будет признан сданным, то тогда, может быть, Москву допустят до переговоров. А может, и не допустят. Это не точно. Вот эта идея сначала, значит, перемирие, потом переговоры, она провалилась. Сначала переговоры, а потом в ходе переговоров может быть перемирие. И это вопрос не только о том, телега или лошадь должны стоять, да? Хотя тут тоже вроде бы однозначная ситуация. Вопрос в следующем. Зачем перемирие? Перемирие, чтобы на 30 дней взяли паузу, довооружились, довезли снарядов, докопали окопы и с новой силой грянули друг на друга ради этого перемирия? Или это перемирие встроено в переговоры? Мы можем вот сейчас, собравшись в Стамбуле, договориться, чтобы было перемирие, способствующее переговорам, сопровождающее переговоры. Вот такое перемирие, благоприятствующее достижению результата. Да, такое не исключается, оно может быть в программе. Почему нет? Но если вы заранее в порядке КВНовской разминки заявляете, что ни о чем, кроме перемирия, не собираетесь договариваться, ну, значит, вы, извините, не готовы. Вот. Что это как бы первый плюс. Второй плюс. Встреча только на уровне президентов. Ни в коем случае не на уровне делегаций. Нет, до уровня рабочих делегаций встречаемся. Президенты появятся на сцене, но их место в третьем акте, их роль, их выход. В третьем акте, когда нужно будет подписывать подготовленные делегациями документы. Наконец, третий плюс. Значит, не удалось перетащить на сторону вот этой позиции, которую я называю позицией партии войны, да, вот на сторону этой позиции не удалось перетащить Дональда Трампа, а его очень тянули туда, и это третий плюс. А раз не удалось перетащить Дональда Трампа, то и Европа слилась с этой позиции. Европейская партия войны, где главные действующие лица, собственно, это Макрон и Стармер, то есть лидер Франции и лидер Британия, она тоже слилась с этой идеей. Партия войны не распустилась, но немножко отползла. И вот это четвертый плюс. То есть это источники моего оптимизма. Мы имеем 4 плюса и очень тем самым хорошее такое русло Так для это, переговоров. кстати, очень А что интересно. касается того, вот сейчас явится, не явится украинская делегация на матч, я вам скажу следующее. А вы представьте себе такую картину. Вот этот резиденция, официальная резиденция президента Турции Долма-Бахче. Вот он зал для переговоров подготовленный, вот он стол, вот они таблички, флаги стоят, таблички, сидит российская делегация, напротив пустые кресла и табличка «Украина». Это снимается, фиксируется и идет по всем мировым СМИ. Вот, Ну и тогда, собрались, подождите, смотрите, тут очень, тут надо, зафиксировали, подождите, тут надо разбираться, смотрим на потому часы, что ждем здесь полчаса, не явились, уточняющий, расходимся. вот, здесь уточняющий момент. Они вот могут заснять эту картинку, встать и уйти до, условно, там, Ну, обеда или полчасика после надо обеда. подождать, полчасика Ну да, подождать. то есть можно как бы развернуться и уйти. Но тогда закручивается другая интересная игра. Я не думаю, что они встанут и уйдут. Они приедут, встанут, посидят и уйдут. Это катастрофа с точки зрения медийной Не, картинки для секундочку, они Украины. уйдут, но на следующее утро все повторится сначала. Да. Я думаю, что вот российской делегации вот эти дни, когда украинская делегация не является на переговоры, будет отдельное распоряжение президента России считать отпускными. Ну, как бы появились, посидели полчаса, зафиксировали пустые кресла напротив и в отпуск, там, отели, Вопрос. бассейны, Бассейны, спортивные понятно. залы. Смотрите, вопрос в Да. другом. Вопрос очень важный на самом деле, если мы там фокусируемся на встрече делегаций. Ведь задача
Украины, и мы это видим, да, даже вот по заявлению там со стороны Зеленского, сейчас об этом пишет пресса, это тоже, кстати, надо разобрать. Зеленский приезжает и говорит, я жду Путина. Вот я, вот Эрдоган, мы ждем Путина. Ну вот, это сейчас такое транслируется, да, вот в Мы оба эти... были, я в аптеке, а я в метро искал вас. Да, Так там, значит, завтра на том же месте, в тот же час. ну или підманула, підвела, да, то есть, Да, да. да, это украинская версия. Я пришел, тебе нема, Да, да, я понимаете? помню этот слегер. Вот, понимаете, в чем дело? И задача же вот этой всей свистопляски взять и обвинить российскую сторону в том, что она недоговороспособна, понимаете? Но выходит какой-то такой достаточно дикий, но может это, кстати, будет тренд к вечеру, а может и к завтрашнему утру, материал на CBS, CNBC, по-моему, да, о том, что Путин и Трамп оставили Зеленского в дураках. Потому что Трамп не едет. Он говорит, нет, я могу залететь, поехать, конечно, да. А его спрашивают, Путин не приехал, как вы к этому относитесь? Разочарованный? Говорит, а что ему там делать, меня же там не будет. И это все в одном тексте фактически, в одном месте, в общении, да, ну, с журналистами. Вообще, конечно, очень интересна вот эта В диспозиция. этом матче КВН не две команды, а три, совершенно верно. Да, то есть удастся ли, вот в этом 3 команды КВН, удастся ли Украине, это важный вопрос, выставить ситуацию таким образом, чтобы показать Путина, Россию недоговороспособной и виновной в том, что переговоры сорвались, если они сорвутся. Ну, очевидно, что не удастся. Не удастся, потому что совпадают в значительной степени, процентов на 80, совпадают намерения двух главных игроков, двух великих держав, России и Соединенных Штатов, под руководством Трампа. Они заинтересованы в результате. Можем подробнее рассмотреть, каковы планы на результат России и каковы планы на результат Америки. Но вот здесь не хватает вот этого элемента. Потому что план у Зеленского один на самом деле. Это тянуть время. Выигрывать время. Вот сначала тянуть время, пытаясь или Трампа перетащить на свою сторону, или пересидеть. То есть тянуть время, пока не рухнет Трамп. Политически или, значит, электорально там у себя в Штатах. А потом, когда удалось Трампа пересидеть, и получить поддержку со стороны новой администрации Соединенных Штатов, тянуть время, пока Россия не рухнет. То есть сначала тянем, пока не рухнет Трамп, потом тянем, пока не рухнет Россия. Вот, собственно, и вся мотивация. Никакой другой мотивации нет. Ничего конструктивного, позитивного, что можно сформулировать и реально достичь. На что у тебя ресурсы есть, на что у тебя возможности есть, на что хоть какая-то правдоподобная перспектива указывает. Вот ничего другого нет, кроме как тянуть время. Сначала рухнет Трамп, потом рухнет Россия. Ничего. А у России и Соединенных Штатов, как двух великих держав, есть фундаментальная заинтересованность. Они хотят приступить к формированию нового миропорядка. И на субконтиненте европейском, и на большом континенте, большой Евразии, и глобально. Есть некоторые наработки на эту тему, и, кстати, они продолжаются параллельно со стамбульскими переговорами, работа над миропорядком идет. Да? И украинский конфликт обе стороны рассматривают как досадное препятствие, как локальная проблема и досадное препятствие, которое нужно преодолеть как можно быстрее. И в этом смысле они совпадают. Да, дальше начинаются, так сказать, разногласия, они сохранятся, но вот к этой цели они будут стремиться. Теперь, что могут преследовать здесь Соединенные Штаты в лице Трампа? Да? Вот мы сейчас, мы победили. Трамп вообще идет от победы к победе, как мы знаем. Да? Вот мы победили, мы усадили их за стол переговоров. И тут он прав абсолютно. Вот не появись Трамп, не займи он ту позицию, которую он сейчас занимает, да, со всеми соответствующими значит, Да, театральными ничего сюжетами. бы не Да? было. Да. Не сидели бы сейчас делегации за столом переговоров. Да? Вот он этого достиг, и это победа. Дальше нам нужно обеспечить, чтобы никто от переговоров не отпетлял, не отвертелся. И когда Трамп увидит вот эту картинку, они ему покажут.
турецкий этот резиденция, стол для переговоров, сидит российская делегация, табличка «Россия», пустые кресла с табличкой «Украина». Ему показали это в первое утро, он уже заведется. Он уже заведется. Вы что там, офигели, скажет он. Где тут телефон? Наберите ко мне этого. Вот, значит, а если это и на второе утро он увидит картинку, ну, сорвется с цепи, ребята, я вас уверяю. Так что долго это отпетляние не продлится. Придется сесть за стол, придется согласовать повестку дня. К сожалению, она раньше не была согласована. Приличные переговоры у серьезных взрослых людей начинаются по уже подготовленной повестке. Здесь придется ее согласовывать на старте. И если опять начнется петляние, у нас в повестке только 30-дневное перемирие, а больше мы ничего не намерены обсуждать, то тогда скажут: ребята, вы зря летели в Стамбул. Надо было сразу лететь в Анталию и прямо на пляж. Зачем вы здесь? Но есть определенно... Давайте все-таки о сущностных вещах поговорим, потому что ясное дело, что ситуация, вот этот КВН или шоу, у нас там некоторые политики в прошлое говорят КГБ против КВН сейчас. Ну, это да. Это, кстати, неплохая шутка. Ну, КГБ против КВН. Причем мы видим такую Это тот случай, когда шутка попадает в цель. Вот. И понимаете, в чем дело? Давайте о сути поговорим. Вот правда, это очень интересно. Потому что насколько жизнеспособен Стамбул с его пунктами, условиями, да, и, ну, скажем так, программа Стамбула спустя эти 3 года. Я не говорю о том, что это провал Зеленского лично, это ужас и кошмар, даже вот это затягивание времени, вот эта динамо-машина, которую включает украинская сторона и президент Зеленский, что это, наверное, там идут созвоны со всеми там глобалистами, кураторами, британцами, французами, со всеми как-то вот что-то где-то как-то. Но вот сам факт Стамбула, его можно Стамбул-2 превратить в условный Минск, да? Тот, которые будут встречаться, собираться, потом по видеосвязи, потом когда-то не по видеосвязи, а война и все то, что происходит на фронте, будет потихоньку себе продолжаться. Я так понимаю, что это программа минимум, ну, исходя из вашего анализа, да, который вы представили выше, для украинской стороны. То есть затянуть это все, ну, вот в подобие Минска, когда вот такое, ни мира, ни войны, чего-то там согласовали, чего-то не согласовали, и так оно все идет. А там, глядишь, правда, или Ишак... Пока рухнет Трамп, а потом пока рухнет Россия, да? Да, или Ишак, или падишах. Тут дело еще вот в чем. Мы опять возвращаемся к главному фактору, главному ресурсу, с которого мы начали, это время. Вот не секрет ни для кого из трезвых наблюдателей, и даже не секрет для Зеленского и его команды, тот факт, что война проиграна. Война уже проиграна, и это обстоятельство никаким образом развернуть обратно нельзя. Тут варианты-то есть какие, если сейчас чуть-чуть о вариантах для государства говорить, а потом отдельно о вариантах для Зеленского. Вот варианты для государства под названием Украина только 2. Это зафиксировать то, что конфликтологи называют управляемое неполное поражение. УНП. Зафиксировать. Вот в том состоянии, в котором ситуация есть, это управляемое неполное поражение. Но это предполагает фиксацию именно этого состояния, а не какой-то ничьей, которую можно, проиграв на поле боя, вдруг за столом нарисовать ничью. Никто ничью за столом не нарисует. Надо управляемое неполное поражение вот на этих промежуточных рубежах фиксировать, и на этот момент, на это урегулирование можно выйти в этом году. Я убежден абсолютно, я оптимист. Значит, альтернативный вариант – сорвем УНП, управляемое неполное поражение, будем воевать до полного поражения. К сожалению, страшному это будет год, может быть, даже чуть больше. И огромное число жертв. Сейчас идет война с ограничениями, не секрет. А тогда можем даже втягиваться и в тотальную. И результат все равно будет тот же, только разрушено будет гораздо больше, убито будет гораздо больше, и финал будет гораздо хуже для всех сторон, для всех абсолютно.
Вот. Но очевидно достаточно, что государство и народ, те люди, которые сейчас живут на территории Украины, хотели бы вот этого первого варианта зафиксировать и начать обустраивать себя в новой реальности. Перейти в эту новую реальность, увидеть ее, признать и начать обустраивать себе жизнь в этой новой реальности. Это надо сделать. Теперь, что касается Зеленского. У Зеленского на самом деле времени вообще нет. Ему бессмысленно рассуждать о какой-то государственной стратегии. У него осталось немного времени на поиск личной стратегии выхода. Личной и групповой. Потому что в будущей Украине ни Зеленского и никого из его окружения уже нет. Их просто нет в будущем Украины. В политическом, ибо они авторы этого эпического провала. И у них в этом смысле вариант поиска вот какой-то индивидуальной ниши. И я не исключаю, что этот поиск уже ведется, и на фоне КВНовских игр, которые будут затягиваться вот на стамбульской сцене, будет параллельно происходить этот поиск. И, может быть, если Соединенные Штаты и их союзники будут достаточно убедительны вот в этих невидимых миру переговорах, может быть, тогда быстрее прекратится петляние и вокруг вот этой самой стамбульской основной переговорной площадки. На самом деле здесь очень сложно, ну вот если так брать по сути предложенного, возникает самый главный вопрос, да, а зачем были вот эти 3 года? И как Стамбул первый от Стамбул второго будет отличаться? По условиям, по требованиям мы же видим там и сокращение армии, и нейтральный статус, и прочее, и прочее, и прочее. Спикеры от Банковой, да и сам Зеленский, и Ермак его тоже, они настаивают, что, в общем, против нейтралитет, да, вот это красная линия для Украины. Но Стамбул первый и второй, он же точно будет о нейтралитете. Он точно будет о вот этой демилитаризации в том смысле, что ограниченная, да, какая-то угроза размещения баз, иностранных военных и так далее. Как сходиться, вопрос как к конфликтологу Станкевичу, в Стамбуле-2 и чем он будет отличаться от Стамбула-1? Ну, извините, я в терминах опять прикладной конфликтологии. Мы когда-то с вами даже начинали такой краткий мини-курс на эту тему. Это очень специальная наука. Так вот, кроме термина УНП, управляемое неполное поражение, есть еще один рабочий термин вот для этих ситуаций, которые мы сейчас обсуждаем. Это минимальный необходимый пакет. Иногда даже называют минимальный необсуждаемый пакет. Хотя на самом деле его можно обсуждать. Поэтому лучше минимальный необходимый пакет. Вот если ты готов принять, находясь в ситуации стороны, которая потерпела неполное поражение, но хочет не делать его полным, если ты принимаешь минимальный необходимый пакет другой стороны, ну, как бы ты выходишь на результат. Если ты его не принимаешь, ну, извини, тогда ты срываешь переговоры, и война продолжается. Так вот, в минимальный необходимый пакет для России, да, внеблоковый нейтральный статус – вообще необсуждаемая вещь. Я напоминаю, кстати, еще такой дипломатический уже термин – устранить коренные причины конфликта. Помните, это такая доктринальная формула для России. Да, вот, собственно, этот самый минимальный необходимый пакет условий со стороны России, он и предполагает устранение этих самых коренных причин конфликта. Итак, это да, внеблоковый статус и эффективный нейтралитет, а эффективный нейтралитет включает, кроме внеблокового статуса, еще и неразмещение военных баз, иностранных войск, неучастие там в определенного вида учениях, ограничения на ВПК, ограничения на ВСУ, и ограничения определенные по поведению. Вот партии, исповедующие, там, условно говоря, там какой-то реванш и требующие там очередного передела там территорий и еще чего-то, да, вот они не должны существовать в политической системе и так далее. Вот это означает эффективный нейтралитет, то есть ты ведешь себя нейтрально.
а не только формально соблюдаясь какие-то там требования и условия, и рамки. Да? Вот внеблоковость и эффективный нейтралитет – это обязательно. Что касается других вещей, вот да, нужно институционально обеспеченное культурное многообразие. Оно касается и языка, и культуры в широком смысле, и, конечно, религии. Ну, от этого никуда мы не денемся. Вот. Ну, и еще там некоторые вещи. Я считаю вопросы, связанные там с территориями, как раз не самыми важными вопросами, ибо военный конфликт шел не по этому поводу. И завершаться он будет не по этому поводу. Но раз он завершается не в мае 22 года, когда вообще, так сказать, территории отступали на задний план полностью, и когда можно было вообще территориальные споры оставить в стороне, как минимум. Да? А завершается все-таки этот военный конфликт в мае 25 года, здесь без территориального компромисса тоже не обойтись. И, разумеется, он будет достигнут в ходе переговоров. Что здесь важно? Смотрите, вы сейчас... Я даже не исключаю, что эти переговоры могут начинаться при одной власти в Киеве, а завершаться при другой. Стамбульские вторые. Стамбульский, да. Ну, это, кстати, очень интересная мысль. Мы сейчас к ней вернемся, потому что она связана с моим вопросом. Вы сейчас, в принципе, разложили мягким образом то, что в Украине называют капитуляцией перед условиями Российской Федерации. А профессионалы называют управляемое неполное поражение. А капитуляция – это слово применяется как раз к полному поражению. Она безоговорочная, когда тебе просто диктуют финальные условия. А здесь, да, мы на промежуточной станции останавливаем поезд, летящий в пропасть. Если Стамбул превратится в процесс, что, наверное, неплохо, все-таки, да, понятно, что россиян не устраивает Минск-3, потому что они понимают, что Минск прошлый, второй, он не увенчался успехом. То как тогда технически будет выглядеть? Начинает одна власть, а заканчивает вторая. Идем по порядку. Это сценарий. Как это называют, опять-таки, в прикладной конфликтологии, мы вспоминаем нашу основополагающую науку, это многоходовый стратегический сценарий, многоходовый и многоролевой стратегический сценарий с нефиксированной схемой. Так вот, как он выглядит, этот самый сценарий? Открываю страшную тайну. Первое, это даже будет перемирие. Перемирие будет, да. Просто перемирие пристегнутое к миротворческому, стамбульскому миротворческому процессу, как его часть, как помогающая, вспомогательная часть, а не главная. В условиях перемирия, мы говорили как-то об этом, да, я думаю, что произойдет смена спикера в Верховной Раде. Не будем называть фамилии, но тут есть разные варианты, да. Отставка, добровольная отставка Владимира Зеленского и, соответственно, передача исполнения обязанностей президента на нового спикера. А дальше дальнейший транзит переходит уже. Зеленский получает, так сказать, золотой парашют, выходной пакет гарантий. И это уже роль Соединенных Штатов. И если им понадобятся союзники, то пусть они подключаются. Я сразу спрошу, простите, да. Путин согласен на золотой парашют для Зеленского? Как вам кажется? Я думаю, что у него не будут в данном случае спрашивать согласие, но я не вижу у него причин возражать. Если он поймет, для чего это делается, конечно. Вот. Дальше уже под руководством нового исполняющего обязанности президента, организуется транзит политический. Значит, обязательно, конечно. Какая-то часть к этому моменту. Мы же будем поэтапно подписывать. Да? Уже в Стамбуле что-то поэтапно может быть подписано к этому времени. Кроме перемирия, что-то еще подпишем. Это будет серия таких вот документов. Затем выборы президента. Причем выборы президента с двумя программами. Программа перехода от войны к миру. Говорит кандидат в президенты, у меня такая-то. И проект новой Украины. У меня такой-то.
Вот с этими двумя программами выходят кандидаты в президенты, соревнуются, борются, кто-то побеждает. Причем в ходе выборов президента вот эти два коротких текста, программа выхода от войны к миру, программа перехода от войны к миру и образ новой Украины, проект новой Украины, выносится на референдум. В виде коротких текстов согласен, не согласен. Почему нет? Мгм. Избирается новый президент, референдум по двум программам, надеюсь, успешный. Дальше выборы новой Рады, которая будет ратифицировать мирный договор. Конституционное собрание, переучреждение Украины в новых границах с новым целеполаганием, с новым государственным проектом на перспективу. В общем-то, этот стратегический сценарий многоходовый достаточно ясно просматривается. И я надеюсь, что есть некоторое очень важное условие, что оно зреет, мы просто его не видим. Ведь что подвело Украину до сих пор? Это отсутствие ответственной национальной элиты. Она не то, что не была сформирована за все время существования независимой Украины после 1991 года, она даже не начинала складываться. Это все равно была сплошная борьба хищных олигархических кланов. И ничего больше. Национальной элиты, ответственной, государством мыслящей, элиты как носителя государственного проекта перспективного, так и не появилась, и сейчас не просматривается. Хотя какие-то, я отслеживаю, я вижу, какие-то люди с какими-то идеями появляются. Смогут ли они продвинуться, не знаю. Но без этого важного условия новая Украина не появится. Но надо открыть возможность, открыть простор, дать шанс тем, кто уже имеет проекты внутри, кто о них мыслит, кто имеет какие-то заготовки в загашнике, проявить себя. А для этого, да, вот этот самый транзит, которому уже никто не мешает. Я думаю, что этот сценарий в самых грубых чертах набросанный, он вполне работоспособен и жизнеспособен. Появились определенные вводные. Ну, опять-таки, я думаю, что это, конечно, такой слив, но план похож на правду. О переизбрании Зеленского. Насколько это может встроиться в сценарий, озвученный вами выше? Очень хороший термин «встроиться». Да, это встроенный сценарий. Зачем бороться с чем-то, да? Надо встроиться. Надо встроиться и изменить ситуацию, и развернуть ситуацию в свою пользу, находясь внутри. Да, это в конфликтологии встроенный сценарий. Я думаю, что достаточно опытные игроки находятся среди главных действующих лиц, чтобы допустить такой вариант, потому что это тоже будет выигрыш времени таким образом. Это тоже будет работа только на затягивание времени. Переизбраться и тем самым получить формальную легитимность и формальные полномочия для того, чтобы тянуть и тянуть и тянуть. Никто этого не даст, я думаю. Во Почему? всяком случае, это прямо противоречит интересам двух основных игроков, двух великих держав России и Соединенных Штатов Америки. Поэтому, при том, что такого рода блицкриг в виде выборов в компьютере по молдавской модели с использованием особенно голосования диаспоры, да, он на поверхности лежит. Но мотивация его тоже настолько очевидна, и она настолько деструктивна, что, я думаю, не будет шансов у этого встроенного проекта. Ну, а почему не Посмотрите, тут же возникает очень важный вопрос. Когда мы говорим о золотом парашюте, то новый срок – это тоже своего рода золотой парашют. Ну, откровенно говоря, пока Зеленский у руля, да, то есть пока он, в принципе, в безопасности от тех людей и его окружения в безопасности тех людей, которых он обидел. А обидел он многих таких серьезных людей. В Украине я имею в виду внутреннюю арену и внутренних каких-то игроков. Поэтому тут как раз-таки, смотрите, лучшее там, что может сделать один президент и второй, я имею в виду Российской Федерации и Соединенных Штатов, это просто отойти и отдать его, так сказать, ну, своим же. Да?
чтобы с ним разбирались свои же, в политическом смысле. Но вот этот как раз-таки золотой парашют, он и предполагает, наверное, сохранение власти. Об этом, по крайней мере, многие говорят, аналитики, что он будет бороться. Есть уже там программы, там какие-то наброски вот этих лозунгов, мол, мы победили Путина, там мы, или, там, например, мы выстроили, выстоим и выстроим. Ну, то есть мы выстояли, а теперь будем выстраивать, отстраивать страну. То есть вот на такой а, как бы парадигме, да, вот на этом поле плясать. Ну, еще там есть разные варианты, наброски. Поэтому это кажется все-таки похожим на правду. Чтобы, ну, не то, что волки целые, овцы сыты, и наоборот, сыты овцы и волки целы. М, Ну, знаете, и волки сыты, и все это, понимаете? Просто Волки непонятно. сыты, а овец никто не спрашивает. Вот, понимаете, в чем дело? И меня вот действительно это беспокоит. То есть, потому что от этого решения магистрального зависит судьба страны. И формально на внешнем контуре мы можем быть нейтральными. Ну вот это же ярчайший пример, да? 15-минутка с Трампом в Ватикане, когда они сели за 15 минут, перетерли и сказал, а давай по-другому. Ну, то есть, не вот так, как американцы делают. Вот вам 80 страниц документа, вот вам этот самый, там, сделка. Вот это. Он говорит, давай по-другому. Ну, давай по-другому. По-другому это значит обмануть, обвести вокруг пальца, чтобы по факту было вот так, но формально выглядело по-другому. И за счет этого, ну, скажем, да, вот сидеть и править. Давай по-другому в данной ситуации. Это не смена стратегии. Это, знаете, как называется? Коммуникативная тактика. Вот ты высказался, давай по-другому, давай, прояви себя дальше. Но это не означает, что я поменял стратегию. Это коммуникативная тактика. Давай, проявляй себя дальше. А я посмотрю, как это использовать. Так что не стоит обольщаться такого рода 15-минутными беседами, даже если они происходят в соборе Петра Великого в центре Ватикана. Значит, важные сюжеты вы затронули. Я тут по ходу ваших рассуждений делал себе пометки, чтобы ничего не упустить. Итак, Зеленский и его возможный электоральный блицкриг. Дело в том, что Владимир Зеленский намертво прикипел к войне. Он от войны не отделен. Вот так как он победил благодаря идее мира, и он как бы прикипел к идее мира, и на этом вознесся в 2019 году, вот так сейчас к финалу своей политической карьеры он намертво прикипел к войне. Он от нее не отделим. И поэтому стукнуться озимь и обернуться добрым молодцем вот сейчас и сказать, все, теперь я только, значит, миротворец, не получится у Владимира Зеленского. Значит, кроме того, мы имеем дело не с одним Владимиром Зеленским. Мы имеем дело с корпорацией войны. Она сложилась в Украине вокруг фигуры Зеленского. То есть люди, которые так же, как и он, сделали ставку на войну, сделали деньги на войне, сделали карьеры на войне, у которых долгосрочные интересы завязаны на войну, и которые безнаказанны, пока продолжается война. Да, вот эти люди, не знаю, сколько там, 10-15 тысяч, они сплотились в корпорацию войны вокруг Зеленского. И вот эта проблема. Если дать ему переизбраться, то у власти, кто бы там ни победил в Верховной Раде, останется эта же корпорация войны. Вот. Нельзя этого допускать. Это не тема физических лиц. Избрались они там или не избрались. Ну и, наконец, еще одно важное обстоятельство. Это дефолтный, обанкроченный проект, государственный проект вот после советской Украины, постсоветской. Он потерпел окончательное поражение. Этот проект не может быть продолжен. Он токсичен. Если пытаться сейчас перейти к миру, зафиксировать новые условия, новую реальность и продолжить этот старый проект, он неизбежно будет порождать новые войны. Снова и снова, пока не исчезнет. Он ничего другого порождать уже не может. Да? Как мы с вами говорили, опять-таки, он производит в товарных масштабах ненависть,
он торгует ненавистью, он заключает контракты с внешними заказчиками на производство ненависти и вражды. И иным этот проект уже быть не может, он испорчен. Поэтому надо вместе с теми, кто с той корпорацией войны, которая сейчас будет бороться именно за продолжение войны, вместе с ними похоронить и проект. Украина нуждается в новом государственном проекте, в переучреждении. И в этой связи, конечно, этим заниматься должны другие люди. Другие люди, которые сейчас в новых условиях будут востребованы под новые задачи. И я думаю, что все, в общем-то, к этому идет. Главное сейчас не вот фиксировать ситуацию в виде мирных соглашений на этом рубеже. Вот. Этот поезд в огне надо остановить на промежуточной станции и погасить. Не дать ему нестись дальше в сторону пропасти, сгорая в этом пожаре. Если это получится, а у самой Украины, увы, это не получится, потому что никакой партии мира внутри нет, потому что отдельные физические лица, которые поднимают голову, они либо в заключение отправляются, либо в эмиграцию, либо под санкции попадают. Поэтому без внешней помощи вот этого не произойдет, и поэтому и Дональду Трампу, и мыслящим людям там рядом с ним, хорошо, что они во многом являются искренне верующими тоже, то есть они понимают, они помнят Нагорную проповедь, да, они помнят, что блаженные миротворцы, ибо сынами Божьими назовутся, они искренне к этому стремятся, они вот могут крест пепельный поставить на лбу, да, и идти вперед, не слушая все эти лукавые речи, не слушая все эти рассуждения, а вот как же так, мы здесь правы, тут правы, значит, это они напали, а мы вообще ничего не провоцировали. Вот не слушая это, просто идти к миру, потому что именно мир сейчас назрел. Более того, вслед за Зеленским, вот какой смысл смотреть сейчас в лицо Зеленскому и слушать все его речи очередные и оценивать очередные какие-то маневры, если там за его плечами, за плечами Зеленского уже просматривается новая Украина. И надо через его плечо туда дальше смотреть и дальше туда заглядывать. Она уже видна, она уже рядом. Да? И это будет, опять-таки, возвращаясь к нашим с вами наработкам, мы их продолжаем, да, дружба, сотрудничество и партнерство. Вот это наша несокрушимая платформа в отношениях между Россией и Украиной. Надо ее будет восстановить, но уже с новым государственным проектом украинским. Да? И смотрите, какой момент сейчас любопытный. Вот вся эта суета вокруг ресурсной сделки Трампа и Зеленского. Она, конечно, в практическом плане вот здесь ничего не дает, здесь и сейчас. И она ничего не даст, пока продолжается война. И какое-то время еще, пока будет сохраняться сомнение, а навсегда война отползла или не навсегда, да, пока будет сохраняться сомнение, и тогда еще никаких инвестиций, никакого строительства, ничего не будет. Но если наступает новая Украина, если она переучредилась, если возникает дееспособная власть с другим проектом, которая не будет мечтать о новой войне, а будет действительно строить будущее, вот в эту Украину, конечно, пойдут инвестиции, конечно, пойдут, конечно, в ней появятся и строительные проекты и так далее. Конечно, надо будет возрождать знаменитую металлургию на базе Украины, которая была фактором мировой экономики. Ее можно возродить. Есть и там и железная руда, и марганец, и все, что нужно. Есть. Может быть, не все заводы надо восстанавливать, которые были металлургические, но многие могут быть восстановлены на новой технологической основе. Можно создавать зерновой картель, причем в составе 3 стран – Россия, Украина и Казахстан. Вот эти 3 страны сейчас в мире, где нарастает дефицит продовольствия глобальный, и он будет только нарастать, вот эти 3 страны с потенциалом более 100 миллионов тонн зерновых экспорта в год, эти 3 страны, они будут цены диктовать на продовольствие. И это гораздо более перспективная вещь, чем нефть, которая уступает постепенно, исторически уступает свои позиции. Вот. Ну и многое другое. Логистика, порты, все остальное. Всем этим можно разумно заниматься. И все это
не на Луне и не на Марсе. Это все у нас под ногами и на расстоянии наших рук. А мешает только партия войны, европейская, к сожалению. Ну, правда, она разойдется быстро, потому что Макрон домучивает свое провальное в целом президентство, а Кир Стармер в Британии борется за звание самого неудачного премьера Британии за послевоенный период. До сих пор казалось, что Лиз Трасс недостижима в этой роли, а Кир Стармер хочет Ну все-таки ее и смотрите, переиграть. это Так тут вот, точно, точно, европейская точно партия такую войны же, разойдет. точно такую же параллель можно провести между Шольцем и Мерцем. Все вроде говорили, Шольц никакой, да, ну такой не харизмат и так далее, ливерная колбаса его дразнили, там, дипломаты украинские. Но Мерц выдает, конечно, как бы ляпы за ляпами, и вообще первый в истории канцлер, которого избрали со второй попытки. Ну, такого не бывает. Второсортные его называют тоже. То есть у них у всех проблемы. Я вот хочу... Вот одну секунду только я вас прервал. Посмотрите, как многоопытный Дональд Туск себя ведет. Вот он солидарность общеевропейскую проявляет. Он даже в Киев съездил, но он дистанцируется. Нет, никаких войск не пошлем. Нет, ни в каких коалициях не участвуем. То есть я, в принципе, Да-да-да, ребята, в команде. в одном купе ехать не буду. Да-да-да. Вот У меня свое. помогать логистикой, проезжайте через нашу территорию и не забывайте платить за транзит. Да, пожалуйста. Но мы ни во что не влипаем, нигде не участвуем, мы блюдем только свой интерес. Я думаю, что Мерц тоже придет в себя, и причем достаточно быстро, потому что германская реальность, где существует беспрецедентная трехлетняя рецессия в экономике, чему Германия даже к мысли такой привыкнуть до сих пор не может. Она заставит его, вернет его к реализму. Сергей Борисович, два таких вопроса на финал важных. Если мы там затронули Европу, то какая-то странность, да, происходит на границе Украины и Венгрии. Значит, сначала нам сообщили, что сорваны переговоры по нацменьшинствам. Тема переговоров понятна, то есть у венгров есть претензии, условия для дальнейшей евроинтеграции Украины, чтобы, мол, венгров в Закарпатье, ну, скажем так, не прессовали ни по языковому, ни по какому другому принципам, там вот это все, то есть давали права, культура, самобытность и вроде как, ну, в общем, миром разойтись, причем, внимание, по европейским документам. Это Конечно. всегда, это длинная история, она такая с бородой, с бородой. Но именно сейчас срываются переговоры. Украина заявляет, что есть шпионские скандалы, и разведка Венгрии следит за военными ВСУ. Назвали там двоих фигурантов, женщину и мужчину. Скандал жуткий, высылают там часть дипломатов из Киева 48 часов Ну, до того были вылетайтесь. из Будапешта высланы там некоторые люди тоже. В ответ понятно, да, Венгер заявляет о том, что это наоборот Украина шпионит и как бы ответные меры, но это все начинает как-то милитаризоваться. То есть на границу к пунктам пропуска, их 5, по-моему, между Украиной и Венгрией стянута техника венгерская военная, то есть она такая прям идет, все. А вчера, позавчера были сообщения о том, что украинские якобы беспилотники, два их было, по другой версии был один, были сбиты, да, вот над территорией Венгрии, которая там разведку разведывали и так далее. На самом деле ситуация, конечно, очень сильно напряжена. И она нам подсказывает, что в случае краха, а ведь мы с вами, ну я понимаю, что мы начинали с оптимизма, но давайте рассмотрим, Я и остаюсь оптимизмом, давайте, и готовлюсь к оптимистическому финалу. давайте все-таки рассмотрим буквально хоть коротко, чтобы не сильно на этом спекулировать и педалировать, вариант краха. И тут венгерские войска, которые там, да, готовы защищать венгров в Закарпатье, например, понимаете? Да, там говорят, это все такая фантасмагория, не верьте, не ведитесь, это все там пропаганда, еще какая-то история. Но тревога есть определенная, беспилотники сбивают, говорят. Ну,
Это уж совсем фантастика, конечно. Но раз уж вы предложили рассмотреть в том числе и фантастические сценарии, то единственный маломальски правдоподобный, хотя и фантастический сценарий, это если некая компактно проживающая венгерская община на территории Украины, не стерпев очередных там чиновничьих издевательств и оскорблений, идет по косовскому сценарию, провозглашает некий автономный район типа венгерского Косово, и обращается к Будапешту за защитой своих неотъемлемых прав. Причем не претендуя на сецессию, а именно на вот широкую автономию. Да, если начнется какое-то подавление со стороны Киева, то возможны какие-то защитные шаги со стороны Будапешта. Еще раз хочу сказать, это нет пока никаких оснований рассматривать это в практическом плане. Но если безответственно играть с этими вопросами, а пока я не вижу вообще никакой внятной стратегии в Киеве, я даже ни одного персонального стратега там не вижу. В окружении Зеленского нет ни одного стратега, да? А должны быть минимум два. Ни одного нет. И это все ситуативные какие-то скетчи, которые вот на коленке написаны и через 15 минут поставлены. Вот как можно таким образом играть с судьбой одного из значимых европейских государств, непостижимо. Но поскольку вот Украина это допустила, украинские граждане это допустили почему-то, но, видимо, это должно дойти, этот спектакль, это шоу must go on до некоторого финала, который уже просматривается. Вот сейчас главное не умножать цену этого финала, а она уже трагическая, не затягивать время этого финала, а уже, так сказать, время истекает. Так что будем надеяться, что вот этот старт в Стамбуле, он, конечно, будет очень сложным, конечно, там будет петляние, конечно, будут паузы томительные, но важно всякий раз, раз уж мы ведем дипломатию онлайн, и одновременно на глазах у львиной доли человечества это происходит в режиме онлайн, ну давайте тогда использовать вот этот ресурс массового внимания. Давайте показывать, вот стол переговоров, вот делегация с табличкой «Россия» и отсутствие украинской делегации. А когда они пришли, вот смотрите, повестка дня, которую они предлагают. Там один пункт – 30-дневное перемирие. А после продолжим воевать. Вот эти вещи, да, придется показывать. И начиная с главного зрителя, с Дональда Трампа. Источник моего оптимизма. Я хотел бы подчеркнуть это 2 и 3 чертами в финале нашей беседы. В следующем. В историю вернулись великие державы. В мире никогда 200 государств не договорятся ни о чем. Всегда в истории человечества, я вам как историк говорил, 6-7 великих держав договаривались между собой, выстраивали баланс интересов, жизненных интересов, признавали взаимно жизненные интересы друг друга, устанавливали миропорядок, который на эпоху действовал на 50-60 лет, а остальным государствам предлагали встраиваться в этот миропорядок, установленный великими державами, занимать достойную какую-то нишу в нем, использовать его, обустраивать, да, и иметь некоторые свои исторические перспективы благодаря этому порядку, потому что он дает возможность планировать надолго, проектно действовать. Вот поскольку это уже происходит на наших глазах, я оптимист. И в качестве важного шага в этом направлении, в направлении упорядочения этой жуткой, кровавой, трагической жизни последних лет, вот на пути к ее упорядочению возник тандем России и Соединенных Штатов. Вот он возник. Дай бог, чтобы он как можно дольше сохранился. Он пока не устойчив. Он слишком персонален, он слишком ситуативен. Но он работает. И этот тандем может довести трагический военный конфликт на территории Украины до благоприятного, до устойчивого результата. Вот на это хотелось бы, чтобы поработали 2 делегации, чтобы люди государственно мыслящие в Украине нашлись, которые могут в процессе переговоров все-таки поискать работу не фантазийный очередной, не какой-то идиотский
заведомо завиральный какой-то вариант, а работоспособный, реализуемый, обеспеченный ресурсами вариант будет отстаивать украинская сторона. Хотелось бы это увидеть. А украинцы хотят этого? Ну, вот те украинцы, которые жгут книги, говорят, Лермонтов, Тургенев, Топку, или сдают на макулатуру, говорят, вот, выросли в России люди на этих книгах, да, сейчас вот уничтожают нашу страну. А Это журналисты... массовая психологическая травма. К сожалению, 3 года никуда не денутся. Это массовая психологическая травма. До сих пор многим непонятно, как немцы могли там в 30-е годы так сойти с ума. Великая германская нация, колоссальная культура, немецкая философия и так далее. Как они могли так массово сойти с ума? Многим из них после войны было неясно, как мы могли все это потерпеть и допустить. Вот, да, происходит такое помешательство массовое, такое вирусное безумие. Я вас уверяю, когда уйдут источники, нагнетающие это безумие, пожирающие это безумие, вот уйдет, наступит некое оздоровление и просветление. Причем это происходит достаточно быстро, потому что это взрыв эмоциональный, а потом спад и осознание. Ну, нет в этом препятствия. Более того, я вам скажу. У меня такое ощущение, ничем не подкрепленное социологически, что подавляющее большинство, порядка 80% украинцев, желает мира вот на этой дистанции. Да, как управляемое неполное поражение. Да, с территориальным компромиссом. Но с устойчивостью и с возможностью учредить нормальное государство вот вместо этой вечной борьбы хищных олигархических кланов, а теперь еще и с корпорацией войны, которая как опухоль там внутри паразитирует, и которую иначе как хирургически уже не устранить. Вот большинство украинцев за это. Чтобы проверить это, нужно просто провести один хотя бы нормальный, по-настоящему научный, полевой, а не телефонный опрос в Украине. Может быть, кстати, Соединенные Штаты наконец это и осуществят. Это понадобится, чтобы мифы окончательно изгнать, вот эти милитаристские мифы, чтобы и тени их не было. В общем, я остаюсь оптимистом. Я вот сейчас в экран в вашем направлении стараюсь излучать оптимизм. Вот вы уже улыбнулись. Вот давайте надеяться, что те, кто посмотрят нашу передачу, они эти отраженные лучи уловят. Вот. И в этом мае, а май – это всегда время надежд, это всегда время некоторого необоснованного даже, но чисто эмоционального такого, на порыве, на подъеме оптимизма, вот пусть люди этим проникнутся. Хотя бы отчасти, послушав нашу с вами беседу. Да, Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Мира и благополучия. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Добра и света. Увидимся.